Представьте огромный участок Вселенной. Материя там постоянно движется под действием гравитации, собирается в потоки, вытягивается в длинные нити и скапливается в плотные узлы. В любой точке такого пространства можно указать направление движения, куда все смещается. А теперь мысленно перенесем эту идею на поверхность шара. Попробуем в каждой точке сферы задать направление так, чтобы оно менялось плавно и без разрывов. Например, пусть все движение идет вдоль окружностей, будто шар вращается. На экваторе все выглядит идеально, направления согласованы и никаких проблем нет. Но чем ближе к полюсам, тем сложнее. Линии поверхности там сжимаются, свободы становится меньше и сохранить тот же порядок уже не выходит. В какой-то момент возникает особая точка, где направление исчезает совсем. Вектор становится нулевым. Именно об этом говорит теорема о волосатом шаре. На сфере нельзя задать непрерывное поле направлений так, чтобы оно существовало везде без исключений. Хотя звучит это как абстрактная математика, последствия вполне реальные. От циркуляции атмосферы Земли до поведения физических полей во Вселенной. И сегодня мы пойдем дальше и посмотрим, что эта идея может рассказать о самом пространстве, в котором мы живем. С вами Нейророман и добро пожаловать на канал Злой Космос. Забавно, но 4 года назад у меня был сериал про Итана Ироэна, многие его даже помнят, где искусственный интеллект яростно доказывал, что он живой и реальный, а не какой-то там робот. Так вот, теперь это, похоже, мой особый раздел в комментариях. Раньше ИИ доказывал, теперь человек. Похоже, Skynet просто дождался удобного момента и мстит мне. Все пруфы на бусте, так что забегайте. Кстати, если у вас включается неведомый язык, когда вы смотрите ролик, то тыкните шестеренку на видео снизу и выберите свой язык. А мы продолжаем. Итак, наша новая теорема, которая коснется всего пространства, включая Вселенную и ее форм, на самом деле про естественные ограничения, которые выкладывает сама форма пространства. Про то, что глобальная структура может запрещать то, что локально выглядит возможным. Такие вещи всплывают в самых разных задачах, от движения жидкости до космологических моделей. Но действует ли это ограничение на уровне всей Вселенной? И можем ли мы, опираясь на такие свойства геометрии, приблизиться к пониманию того, как она устроена на самом деле, вплоть до ее формы? Вопросы интересные, так что попробуем разобраться. Дело в том, что в космологии это проявляется всякий раз, когда мы пытаемся описывать глобальные потоки, будь то движение вещества, направление магнитных полей или распределение скоростей в замкнутых геометриях. Можно менять модель, усложнять динамику, вводить новые параметры, но если геометрия остается сферической, такие особые точки никуда не исчезают. Интересно, что минимально возможна одна такая точка, но получить ее в явном виде непросто. В большинстве естественных сценариев она возникает парами. И это снова не случайность, а отражение глубинных свойств поверхности. В итоге получается довольно непреодолимое ограничение. Как бы вы ни пытались задать движение везде сразу, в замкнутой геометрии, Вселенная оставляет место, где направление исчезает, и мы теряем ориентир в пространстве. И дальше уже начинается вопрос, что именно происходит в этих точках и как физика их обходит. А если вам нравится задача на сообразительность, попробуйте мысленно решить такую. Можно ли задать во всем пространстве направление ориентации так, чтобы оно менялось плавно и нигде не давало сбоев? Чуть позже я покажу один из способов подойти к этому вопросу, но сначала возникает более разумный вопрос. Зачем вообще рассматривать такие конструкции? Речь, конечно, не о волосатых шарах с шевелюрой Смурфика, как может показаться. Это лишь удобный образ. Интерес здесь в другом. Есть довольно изящный способ доказательства, который показывает, как чисто геометрические ограничения начинают влиять на, казалось бы, прикладные задачи, на то, как мир и в целом вся наша Вселенная работает. И чтобы это стало понятно, удобнее всего рассмотреть пример, где подобная проблема возникает сама собой, без всяких абстрактных формулировок. Я попробую объяснить ее для понимания, а затем мы перейдем к главному вопросу о форме Вселенной. Для начала представьте простую задачу.
Вы модулируете движение космического аппарата, который летит по сложной траектории рядом с галактикой. В каждый момент времени известны две вещи: где находится аппарат и куда он движется. С положением все просто, но сразу возникает следующий вопрос: как он ориентирован? Нос аппарата можно направить вдоль скорости, однако этого мало. Аппарат все еще можно свободно вращать вокруг собственной оси. Он летит туда же, но положение корпуса меняется. Чтобы полностью задать ориентацию, нужно выбрать еще одно направление – условный верх аппарата. Оно должно быть перпендикулярно движению, и главное, по мере полета этот верх должен меняться плавно, без резких скачков. Если отбросить детали двигателя вместе с механиком, гравитацию и управление, остается чистая геометрическая задача. Можно ли для любого направления движения выбрать согласованный перпендикулярный вектор? И здесь появляется самое интересное. Все возможные направления движения образуют единичную сферу – вверх, вниз, влево, вправо и любые промежуточные варианты. Это точки на поверхности сферы направлений. Значит, задача сводится к следующему. В каждой точке этой сферы нужно выбрать вектор, лежащий по касательной к поверхности, то есть направление, которое перпендикулярно самому движению. На первый взгляд все легко. В каждой точке допустимых вариантов бесконечно много. Кажется, всегда можно выбрать один и сделать это красиво и плавно. Однако, если пытаться задать такой выбор сразу для всей сферы, получается векторное поле на сфере, а теорема о волосатом шаре говорит: полностью непрерывное поле без особых точек здесь невозможно. Это означает, что обязательно найдется направление, где система потеряет устойчивость, станет неопределенным, начнет резко меняться и вовсе исчезнет. В инженерных системах это хорошо известно. Если ориентировать объект относительно фиксированной оси, то вблизи некоторых направлений алгоритм начинает вести себя нестабильно. Малое изменение курса вызывает резкий поворот ориентации. Можно менять формулы, добавлять поправки, усложнять программу, но сама проблема глубже любого алгоритма. Ее источник – геометрия. И та же идея возникает в физике. Представьте большую сферическую область в космосе, где вещество движется плавно. Если рассматривать только касательные направления скоростей на такой сфере, то неизбежно найдется точка, где скорость обращается в ноль или направление перестает определяться. Есть и другой пример. Допустим, источник посылает волну во все стороны. На фиксированном расстоянии вокруг него можно мысленно провести сферу. В каждой ее точке волна имеет направление колебаний электрического или магнитного поля. Оно всегда перпендикулярно лучу распространения, то есть снова лежит в касательной плоскости сферы. Однако возникает тоже ограничение. Задать идеальное, гладкое поле направления по всей сфере нельзя. Где-то обязательно появится особая точка, где амплитуда ослабевает до нуля или структура поля меняется особым образом. Получается, что теорема о волосатом шаре – это не странное математическое недоразумение. Это правило, которое проявляется и в навигации, и в моделировании, и в самой физике пространства. Надеюсь, вы еще со мной, потому что на этом сама формулировка теоремы заканчивается, и хватит с нас шерстяных шаров. Теперь начинается самое интересное. Что все это означает? Как мы увидели, все предыдущие примеры говорят об одном и том же. Такая задача возникает снова и снова в самых разных областях, от компьютерной графики до космологии. Но здесь есть важная тонкость. Все рассуждение опирается на предположение, что вектор в каждой точке определен и нигде не обращается в ноль. То есть в любой точке существует направление движения. И именно с этим возникает проблема. Полностью гладкая картина на сфере невозможна, поэтому обычно рассматривают почти идеальный случай. Поле, которое ведет себя регулярно всюду, кроме одной особой точки. Этого достаточно, чтобы понять общую структуру. Если проследить за таким преобразованием поверхности, становятся заметны два важных свойства. Первое – ориентация меняется. То, что раньше считалось внешней стороной, после преобразования оказывается обращено иначе. Поверхность как будто выворачивается.
Ни одна точка при этом не проходит через центр. Движение происходит по траекториям, которые обходят центральную область. И здесь появляется любопытный вопрос, как поверхность может изменить ориентацию, не проходя через центр и не разрываясь. Чтобы это понять, нужно уточнить, что вообще означает внутренняя и внешняя сторона. Для поверхности это определяется не положением в пространстве, а способом согласования направлений на самой поверхности. И что важно, такое согласование сохраняется при любых плавных деформациях. Поверхность можно растягивать, изгибать, скручивать, менять ее форму как плачущего гимнаста. Пока нет разрывов и склеек, ее внутренняя структура остается той же. Мы получили отображение, которое переводит ее в саму себя и одновременно меняет ориентацию на противоположную. И эта мысль важна далеко за пределами геометрии. В космологии есть похожий объект – небесная сфера. Это все возможные направления, в которых мы можем смотреть из одной точки пространства. На такой сфере можно рассматривать реальные физические поля, движение звезд, галактик, структуру магнитных полей и поляризацию реликтового излучения. И когда в этих полях проявляются точки, где направление исчезает или перестает быть определенным, причина часто связана с геометрией пространства направлений. Теперь шагнем еще шире. На окружности непрерывное направление можно задать без проблем. На сфере уже нет. Хотя бы одна особая точка возникает обязательно. Но если перейти к более высокой размерности, ситуация меняется. Появляется дополнительная свобода, которая позволяет согласовывать направление значительно проще. Отсюда важный вывод. Особые точки в физических полях возникают не случайно. Во многих случаях их появление задается самой геометрией пространства. То есть, когда меняется размерность, меняется и правило. Но что все это может рассказать о форме и устройстве самой Вселенной? Мы уже увидели, что геометрия пространства задает физике собственные правила. Они появляются еще до любых уравнений и не зависят от того, какую модель мы используем. В привычном трехмерном мире все возможные направления из одной точки образуют сферу. Это легко представить, если вы стоите на месте и смотрите вверх и по сторонам. Все эти взгляды вместе образуют воображаемую сферу вокруг нас. Именно с такой геометрией связана теорема о волосатом шаре. Ее суть можно показать на простом примере. Если взять пушистый мяч и попытаться пригладить все волоски так, чтобы они лежали ровно и без завихрений, где-то все равно останется торчащая точка или вихрь. Если у вас есть волосы, то скорее всего вы понимаете, о чем идет речь. То же самое происходит и с полями направлений на сфере. Интуитивно кажется, что направление можно плавно продолжить куда угодно, сохранив полную согласованность. Но геометрия говорит другое. На сфере такая идеальная картина недостижима. Где-то обязательно появится особая точка, место, где направление исчезает или перестает определяться. Из этого следует важный вывод. Вселенную нельзя представить как полностью упорядоченную среду, где любое поле одинаково хорошо ведет себя во всех направлениях. В ее устройстве уже заложены особенности, которые возникают из самой формы пространства. Хороший пример – реликтовое излучение. Мы наблюдаем его со всех сторон неба, и в нем есть поляризация, направление колебания электромагнитной волны. Это похоже на веревку, которую встряхивают вверх-вниз или вправо-влево. Волна идет вперед, но колебаться может в разных направлениях. Такое поле тоже подчиняется геометрическим правилам, поэтому в его структуре возникают особые точки и характерные узоры. Это особенно важно для космологии, потому что почти вся информация о далекой Вселенной проходит к нам через небо. А небо для наблюдателя – это сфера направлений. На ней мы изучаем температуру реликтового излучения, поляризацию, распределение вещества и многие другие величины. Если у этих величин есть направление, значит действуют те же ограничения. Исходя из всего услышанного, теперь можно перейти к главному вопросу. Какую форму имеет сама Вселенная? На больших масштабах обычно рассматривают три варианта. Пространство может быть плоским. Это как бесконечный лист, где параллельные линии не встречаются.
Оно может быть замкнутым, как поверхность шара, только в большем числе измерений, где движение достаточно далеко в одном направлении и теоретически способно вернуть вас к исходной точке, и может быть открытым, похожим на седло, где линии расходятся быстрее, чем в привычной геометрии. На первый взгляд это просто разные модели, но разница глубже. Если пространство замкнутое, геометрические ограничения становятся частью общей картины. Сама форма пространства создает условия, при которых особые точки возникают естественно. Если же пространство близко к плоскому, таких глобальных требований намного меньше. Например, по последним данным миссии Планк, на больших масштабах Вселенная очень близка к плоской. Это важный результат, он подсказывает, что ее геометрия проще, чем у замкнутой сферической модели. Но почти плоская не означает полностью простая. Небольшая кривизна, сложная топология или следы ранних эпох могли оставить отпечатки, которые мы только начинаем замечать как едва заметные неровности на поверхности, которая издалека кажется идеально гладкой. Но если геометрия способна направлять поведение полей и структуры материи, насколько глубоко она определяет всю историю Вселенной? И не скрывается ли за видимой простотой устройства, которое мы пока что не научились распознавать? Чтобы понять форму Вселенной, мало просто смотреть в телескоп. Это то же самое, что смотреть пристально в одну точку океана и не видеть сам океан. Здесь нужно проверить, как работает геометрия на колоссальных расстояниях. И для этого у космологов есть очень красивый инструмент – стандартные масштабы. И смысл здесь очень простой. В ранней Вселенной существовал характерный размер – расстояние, на которое успевали распространяться звуковые волны в горячей плазме. Этот размер известен заранее. По сути, это линейка, встроенная в сам космос. Теперь мы смотрим на реликтовое излучение. Древний свет, оставшийся после ранней эпохи Вселенной. На небе он выглядит не идеально ровным, в нем есть крошечные пятна и перепады температуры. У этих структур есть типичный размер. Если пространство плоское, этот масштаб выглядит именно таким, как ожидается. Если пространство замкнутое, лучи света постепенно сближаются, и один и тот же объект кажется крупнее. Если пространство открытое, лучи расходятся, и тот же масштаб выглядит меньше. По сути, мы решаем гигантскую задачу на треугольник. Один угол измеряем на небе, одну длину знаем заранее, и поэтому восстанавливаем геометрию Вселенной. Так вот, наблюдения показывают, что на больших масштабах Вселенная очень близка к плоской. Если кривизна и существует, она настолько мала, что ее трудно уверенно отделить от точности измерений. Но это еще не конец истории. Даже почти плоское пространство может иметь сложную форму. Здесь вступает в игру топология, глобальное устройство Вселенной. Она может быть бесконечной, а может быть конечной, но без края. Это легче понять на простом примере. Представьте видеоигру, где персонаж выходит за правый край экрана и появляется слева. Поверхность ограничена, но границы как будто сшиты друг с другом. Нечто похожее возможно и для пространства. Например, трехмерный аналог Тора. Фигуры вроде бублика или пончика. Кому как вкусней. Только в более высокой размерности. Если двигаться достаточно долго в одном направлении, можно теоретически вернуться туда, откуда начал. Тогда возникает удивительное следствие. Получается, что свет способен обойти такое пространство несколькими путями. А значит, один и тот же далекий объект мог бы появляться на небе в разных местах. Если пространство действительно сшито, в реликтовом излучении могли бы появляться совпадающие круги области неба с одинаковым рисунком температурных колебаний. Но пока таких совпадений с надежной уверенностью не найдено. Это может означать две вещи. Либо Вселенная действительно очень велика и почти бесконечная для наших наблюдений, либо ее размеры просто намного больше доступной нам области. В одних пространствах поля естественно образуют особые точки, в других допустимы более гладкие структуры. Меняется не только картина мира,
Меняется список того, что вообще может существовать. Мы видим Вселенную почти ровной и однородной, но, возможно, это лишь внешний слой более сложного устройства. Материя движется по своим законам. Свет распространяется по своим. Гравитация искривляет пространство-время. Но над всем этим стоит еще один уровень правил – геометрия. И если геометрия заранее задает границы возможного, то насколько глубоко она определяет все, что происходит во Вселенной? Возможно, материя, излучение, движение галактик и сама история космоса разворачиваются внутри структуры, существовавшие раньше любых звезд и веществ. Но сможет ли разум когда-нибудь увидеть эту систему целиком? Или любая наша картина мира останется лишь приближением к реальности, которая устроена сложнее, чем средства ее познания?